Итак, вышло долгожданное онлайн-интервью Дэна Трахтенберга, режиссера фильма «Добыча», на котором он дал много ответов критикам и фанатам этой кинофраншизе, и я постараюсь в этом видео объяснить его мысли. Во-первых, как Нару смогла убить Дикого, все пасхалки добытчик фильмов 90-х годов, как оказалось, их было довольно-таки много. К какой расе относится Дикий, потому что я думал, что он одной расы с Берсеркером с фильма «Хищники» 2010 года. Ну и конечно же, с какого существа трофейная костяная маска. И также много новостей и деталей, которые вы могли пропустить во время просмотра. Всем привет! Когда я выложил видео с историей и объяснениями, откуда вообще взялись хищники, я предположил, что в новом фильме «Добыча» появится пистолет из фильма 1990 года. И тогда в комментариях прочитал огромное количество негатива. Что у пистолета другая история, я ошибаюсь. Но теперь после выхода и просмотра фильма мы уже знаем, что я был прав. И найдя крутую пасхалку, смею предположить, что будет продолжение. А продолжение точно будет. Это канал Good Movies, меня зовут Евгений. Я начинаю. Итак, давайте разбирать все по порядку. Действие фильма происходит в 1719 году на территории Великих Северных равнинах Америки. И причиной тому стал тот самый пистолет Адалини из фильма 90-х годов. Эту идею им дали братья Томас, те самые, которые и создали первые два фильма. Сценаристы долго не могли выбрать отрезок времени действия фильма, но благодаря идее использовать пистолет как часть истории положила написанию сценария. Дэн попросил у студии 20 век Fox реквизиты и возможность использовать их в новом фильме, но по каким-то причинам в архивах студии не смогли найти все реквизиты, и плюс он не смог договориться использовать того самого хищника по прозвищу Седая Спина, или еще можно встретить название Седой Хребет, который и передал пистолет в фильме «Хищник» 1990 года. Решено было создать нового Яуда и переделать историю пистолета Рафаэля Адалини. При начале написания сценария, к уважению к создателям братья Томас, решили оставить пасхалки к первым двум фильмам, и сейчас мы поговорим о них. Некоторые из них были явные, такие как убийство хищника с помощью ловушки и коронная фраза. Кровь была на листьях. Раз есть кровь, его можно убить. Если кровь течет, значит можно. Первая встреча Нару с Диким должна напоминать сцену, как Алан Дач впервые увидел хищника, так как до этого в фильме он постоянно был в невидимости, а именно здесь впервые нам показывают охотника во всей красе. Появление лазерного прицела было на лбу жертвы. В фильме «Добыча» не забыли и об этом. Помимо этого, нужно было сделать отсылки к герою Билли, так как он предок Команчи. Их в фильме было три. Первое – это боевой раскрас героев. Второе – и Нару, и Билли носили мешочки с лекарским зельем на шее. Это традиция племени Команчи. И третья сцена перед битвой. Билли делает себе надрез. Такой же порез получает брат Нару Табе от торговцев пушнины. Больше каких-то явных пасхалок я не нашел. Дэн, режиссер фильма, также ответил на вопрос, как хрупкая Нару справилась с огромным хищником. Тут надо разобрать с самого начала ее план, чтобы понять целостность картины. Когда она заметила, что стрелы летят именно туда, куда светит луч лазеря из маски, это сцена, когда Табе вступает в бой с Диким. Стрелы были направлены в собаку. Табе сбивает маску, и она падает на землю. Хищник делает выстрел, и Нару видит, как стрела летит, минуя все на своем пути и попадает точно в место, куда указывает прицел. И тут я постараюсь объяснить. Насколько я понимаю, если использовать стрелы без прицела, то они попадут по траектории направления оружия. На случай того, если вдруг охотник лишится маски, которая управляется с помощью мысли, телепатии. Нару все проанализировала, и ей нужна маска. Она с помощью цветка оранжевой тутце понижает себе температуру тела и становится невидимой, делает выстрел в затылок. Я 10 раз пересмотрел эту сцену в замедленном моменте, но действительно видно, что пуля не пролетела на вылет, а осталась в голове. Дэн именно это имел в виду, что раненый хищник с нарушенной координацией с пулей в голове отрубывает себе руку. Все же показано, что он уже не тот убийца, который был в начале. Он получил много увечий, и когда он попадает в болото, он не видел маску. Без нее он вообще плохо видит, направляет оружие и стреляет.
Тут у меня возник вопрос, который мы оставили на форуме к фильму. Если бы маска была в другом месте, неважно где, даже повесив ее на дерево, то Дикий сколько бы ни стрелял, стрелы бы все равно летели в то место, куда укажет прицел. Зачем он тогда вообще начал стрелять, используя это оружие, если не может отключить прицел? Второй вопрос у нас был к первой сцене со змеей. Как хищник увидел ее? Змеи подряд класса присмыкающихся, отряда чешуйчатые, холоднокровные. Также мы отправили все пасхалки, которые нашли. Ответ мы получили, а этом расскажу в конце видео. Мое личное мнение, если хищник был с пулей в голове, то надо было это хорошо показать. Уделить 2 минуты сценой от первого лица, как Дикий видит без маски, и что у него, к примеру, нарушена явно координация. Но этого не было, кроме отрубленной руки, как пасхалки ко второму фильму «Хищника» 1990 года. Теперь хочу разобрать интервью. Ответ Дэна, к какой расе относится Дикий. Я когда смотрел фильм, то его внешний вид мне напоминал Берсеркера с фильма «Хищники» 2010 года. И вы можете сами сравнить. Они больше всего схожи между собой. Но студия говорит, что это совсем новый вид, которого раньше не показывали на экранах. Также было обсуждение, которое я бы сказал неоднозначное, так как явного ответа не было. Это то, что хищники этого вида первый раз на планете. Но я раньше говорил, что явно видно, что Дикий точно первый раз на Земле. И он присматривался ко всей живности и искал себе добычу. Но еще в фильме есть древняя легенда, что раньше уже подтверждает, что хищники были на этой планете. Но он был похож на мупицы. Ты видела чудище из детских сказок? Так что студия сама запуталась. Что вы думаете? Оставьте в комментариях. Последний вопрос – это с какого существа маска? Она действительно была очень впечатляющая, и ранее не показывали что-то подобное. До этого с костяной маской был Каайл, альфа-хищник, их божество. У него была маска Аменго. В интервью Дэн сказал, что это существо с расы речных призраков, возможно, даже это король монстров. И если действительно посмотреть, то сходство весьма очевидны. Маске надо отдать должное, она действительно впечатляет. В конце фильма в титрах в выгляде наскальных рисунков появляется 3 хищника. И по всей видимости в продолжении будет седая спина. Если детально посмотреть сцену с пистолетом Адалини во втором фильме, если мы приблизим запястье старейшины прямо перед тем, как он отдает оружие, вы можете поймать знак отличия 2-й пехотной дивизии США. Эта дивизия была сформирована еще в 1917 году и действовала во времена Первой и Второй мировой, а последнее время и в войне в Ираке. Это говорит о том, что этот хищник не один раз посещал планету. Первый раз он должен был забрать пистолет Адалини, а второй раз шеврон 2-й пехотной дивизии. И судя по тому, что он жив в фильме 1990 года, это значит, что он ни разу не проиграл людям на охоте. И я знаю, что всем надоела история, что яудов убивают в каждом фильме. И было бы интересно посмотреть на седую спину, который во времена Первой мировой убил отряд солдат и остался жив. А такое точно будет, исходя из всех пасхалов, которые нам уже показали. Поэтому в продолжении этой картины нас ждет 3 хищника. И мы знаем, что седая спина перебьет всех из 2-й пехотной дивизии и спокойно вернется живым из охоты. Фильм «Хищник. Добыча» вышел на стриминговой платформе Hulu и Disney, поэтому успех фильма подсчитать не так легко, только по количеству просмотров. И скажу вам, их довольно-таки много. Мнения кинокритиков высокие и положительные, но я думаю, вы уже знаете почему. В фильме есть сильная и независимая женщина, которая борется со стереотипами, и она хочет стать охотником, а в конце она вообще стала вождем племени Команч. Но лично мне феминизм не резал глаза при просмотре фильма. Это лучше, чем индейцы-геи, полюбившего в кустах хищника. Но конечно же, можно было обойтись без этого. Теперь хочу вернуться к ответу на наше письмо на форуме. Ответ на вопросы мы не получили, только на пасхалке. Они все подтвердились. Но была еще одна, и она на этой минуте фильма. Это коробка с новым оружием, и я долго ломал голову, но так и ничего мне это не напомнило. Может, какой-то корабль этой расы. В общем, помогайте мне, напишите, что вы думаете, где здесь пасхалка. Также по поводу нового оружия. На форуме мы узнали, что оно было показано ранее, и мы долго искали, как и где оно уже появлялось, и все-таки нашли. Его использовали в видеоиграх 2000-х годов, а вот все-таки это оружие в играх мы найти не смогли.
Да, ребят, фильм вышел не идеальный. У меня, как у вас, очень много вопросов, на которые найти ответы просто невозможно. Например, как Нару смогла оторвать клык, как будто это желатиновый мишка Валера у хищника. Зачем тогда вообще этот тепловизор хищнику, если он слеп и не видит текстуру даже человека? То есть вопросов очень много. Но, наверное, уже надо привыкнуть к тому, что все-таки те старые фильмы невозможно повторить, да, то есть как «Хищник» первый, вторую часть, это просто невозможно. Так же самое, как пытались перезапустить первые 3 фильма «Матрицы». Это творчество, и оно просто не повторяется. Я надеюсь, вам понравилась моя новая теория о том, какое будет продолжение. Если да, то поставьте лайки. Ну и, конечно, жду ваши комментарии. Это был канал Good Movies, меня зовут Евгений, до скорых встреч!